тихом городке таинственные завывания наполняли ночь, порождая страх и дикие истории. Но женщина собиралась раскрыть неприятную правду, и то, что она увидела, заставило ее задохнуться от шока. Каждую ночь в маленьком городке воющий звук нарушал ночную тишину, посылая мурашки по спине каждого. Все продолжали задаваться вопросом, что издает этот звук и откуда он исходит. Но ни у кого не хватило смелости пойти и выяснить. Почти ни у кого, за исключением одного человека. Ее звали Кейт. Кейт недавно переехала в причудливый, но таинственный городок и сразу обратила внимание на навязчивый воющий звук, наполнявший ночь. Заинтересовавшись, она спросила об этом своих соседей. Сначала они неохотно разговаривали, но в конце концов раскрыли поразительный факт. Этот вой раздавался каждую ночь в течение последних 3 лет, и все верили, что он исходит от опасного неизвестного существа. Они недвусмысленно предупредили Кейт держаться от него подальше. Однако той ночью, когда Кейт попыталась заснуть, вой начался снова. Несмотря на ее усилия не обращать на это внимания, звук, казалось, становился громче и отчаяннее. Завывания задевали за живое Кейт. Она не могла просто лежать и ничего не делать. Она должна была выяснить, что вызывает этот тревожный шум. Со смесью страха и решимости Кейт схватила свой фонарик и вышла наружу. Она шла на цыпочках, следуя за звуком, который с каждым шагом становился громче и интенсивнее. Ее сердце бешено колотилось, когда она приблизилась к высокому забору. Сделав глубокий вдох, она медленно осмотрела его, светя фонариком в темноту. Зрелище, открывшееся ее глазам, заставило ее ахнуть от шока. Там, в тусклом свете, стояло существо настолько ужасное, что первым побуждением Кейт было убежать. Его мех был диким и неопрятным, спутанным в толстые колтуны. От него исходил резкий запах, наполняя воздух отвратительным зловонием. Его когти, длинные и угрожающие, царапали землю, а глаза яростно светились в темноте. Кейт задрожала, не в силах опознать существо. Как только она собралась повернуться и убежать, существо снова завыло. Это был глубокий, скорбный звук, который, казалось, доносился до нее. Кейт почувствовала, что это был не просто вой, а отчаянная попытка связаться. Собравшись с духом, она посветила на него фонариком. На этот раз она присмотрелась повнимательнее. Черты существа стали проясняться, и она поняла, что это собака хаски. Ее отросшая шерсть, длинные когти и зловоние были признаками серьезного пренебрежения. Страх Кейт сменился сочувствием. Переполненная эмоциями, она порылась в карманах, ища, чтобы предложить существу. Ее пальцы нащупали пачку печенья. Легким движением она отправила печенье в полет через забор. Проявление доброты. Печенье приземлилось вне пределов досягаемости собаки. Пока она пыталась достать его, Кейт осознала суровую реальность. Бедная хаски была прикована. Тяжелая железная цепь длиной 3 метра ограничивала ее движение. Сердце Кейт упало. Была ли эта собака прикована здесь в течение 3 лет? Кейт осмотрела местность, поняв, что собака была на заброшенной стройплощадке. Преисполненная решимости, она решила встретиться с тем, кто несет ответственность, ранним утром. Той ночью, когда она лежала в постели, вой собаки эхом отдавался в ее голове. Это были не звуки одиночества, а крики о помощи, и она не хотела, чтобы они остались неуслышанными. На следующее утро она отправилась на стройплощадку и расспросила всех, кто здесь главный. Когда она познакомилась с мистером Джеймсом, ее вопрос о воющей хаске был встречен секундным колебанием. Менеджер участка объяснил, что Билли был брошенной собакой, которая начала бродить по участку 3 года назад. Рабочие сжалились над ним и решили оставить его в качестве временной сторожевой собаки, но реальность была далека от идеала.
Билли был скорее пойман в ловушку, чем охранял. Слушая это, Кейт почувствовала прилив сочувствия. Она мягко, но твердо убедила мистера Джеймса, поделившись своим желанием спасти Билли и дать ему настоящий дом, наполненный любовью. Мистер Джеймс, казалось, сомневался и предупредил ее о риске. Он описал Билли как собаку, которой пренебрегли и посадили на цепь, что, возможно, сделало его враждебным из-за его долгой изоляции. Но Кейт это не остановило. Она верила в врожденную доброту собак и была полна решимости показать бедной Хаски, что в мире все еще есть доброта. Когда Кейт наконец увидела Билли при дневном свете, ее сердце упало. Отросшая шерсть и длинные когти собаки были явными признаками пренебрежения. Он агрессивно залаял. Когда она приблизилась, его враждебность действовала как барьер от дальнейшей боли и разочарования. И все же Кейт видела в его глазах что-то еще. Глубоко укоренившееся стремление к любви и товариществу. Она знала, что предстоящее испытание будет непростым. Как она может завоевать доверие собаки, которая так долго знала только пренебрежение? Она, конечно, не могла взять его с собой прямо сейчас. Ему нужно было сначала привыкнуть к ней. Итак, Кейт начала каждый день подходить к Билли с нежным голосом и горстью лакомств. Завоевать его доверие было непростой задачей. Его первоначальная враждебность, рычание и отступление наводили на мысль, что он видит в ней угрозу, но ее настойчивость окупилась. День за днем ее неизменная доброта начала разрушать его оборону. Момент, когда Билли наконец позволил Кейт прикоснуться к нему, ознаменовал значительную победу. Ее пальцы нежно исследовали его густую, спутанную шерсть, явный признак долгого пренебрежения. Для Билли ощущение заботливого прикосновения, должно быть, было далеким воспоминанием или, возможно, давно забытым желанием. Сердце Кейт наполнилось гордостью. Она достигла важной вехи в своей миссии. Но прежде чем освободить Билли, Кейт знала, что должна позаботиться о его благополучии, поэтому она организовала визит в местную ветеринарную больницу. Там ему должны были сделать прививки и пройти тщательный медицинский осмотр. Суровые ночи и плохое питание в сочетании с его заключением всего в 3-метровую цепь, возможно, сказались на его здоровье. Кейт понимала, что забота о физических потребностях Билли была так же важна, как и освобождение его от цепей. День освобождения, наконец, настал. Кейт испытывала смесь волнения и нервного предвкушения. Она подошла к Билли с его любимыми лакомствами и нежно погладила его по голове, укрепляя их связь. Сделав глубокий вдох, она надеялась, что ее решение окажется правильным. Осторожной, твердой рукой она расстегнула цепь, которая так долго связывала Билли. Она отступила назад и посмотрела на него, затаив дыхание. Первые шаги Билли за пределы замкнутого пространства были неуверенными, почти неверящими. Затем, когда он осознал реальность своей свободы, его движения стали увереннее. Он перешел на рысь, затем на бег, яростно виляя хвостом. Он прыгал и подскакивал, каждый прыжок был выше предыдущего, как будто пытался поймать сам ветер. Кейт наблюдала, и в ее сердце смешивались радость и печаль. Радость за вновь обретенную свободу Билли и печаль за годы, которые он потерял. Его жизнерадостность была танцем освобождения, каждое движение — праздник жизни за пределами цепи. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Билли бросился обратно к Кейт, яростно виляя хвостом, словно выражая 1000 молчаливых благодарностей за ее доброту. Кейт, понимая эту невысказанную благодарность, нежно погладила его по голове, и ее сердце наполнилось теплом. Затем она отвела собаку в местную ветеринарную больницу, в стерильную белую палату клиники. Кейт внимательно наблюдала, как Билли делали прививки.
Каждая игла была обещанием более здоровой жизни. Затем ветеринар искупал Билли, тщательно удалив каждого клеща, который портил его шерсть, символ того, что его забытое прошлое было смыто. Его отросшие когти были подстрижены, он больше не стучал по полу, и его спутанная шерсть была подстрижена, обнажая живую собаку, спрятанную под ней. Когда Кейт смотрела на преобразившегося Билли, ее захлестнула волна гордости и свершений. Существо, о котором когда-то шептались как о диком, воющем призраке, теперь сидело перед ней, выглядящий как любой другой любимый питомец. Его ночные завывания, когда-то бывшие источники жуткой тайны, теперь воспринимались как отчаянные крики о помощи, крики, которые расшифровывало только сердце Кейт. Она испытывала глубокую радость от того, что дала Билли шанс на новую жизнь, жизнь, в которой он будет не просто собакой, а любимым компаньоном. Итак, она забрала Билли домой, познакомив его с миром тепла и любви, что резко контрастировало с его одиноким прошлым. Впервые за многие годы у Билли был настоящий дом, уютная кровать и, самое главное, хозяин, который его обожал. Навязчивые завывания, которые когда-то пронзали ночную тишину, прекратились, оставив жителей деревни в мирной тишине. Вскоре рассказы о мужестве и доброте Кейт распространились по всему городу. Она стала местной героиней, которой восхищались за ее бесстрашное сердце. А Билли, некогда существо из мифов и перешептываний, стал любимой фигурой, его история тронула сердце всех, кто ее слышал. Какой прекрасный финал! Хватило бы у вас смелости пойти и выяснить причину страшного звука в вашем районе. Что вы думаете о строителях, которые оставили Билли в цепях? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.